Доброе утро, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Custom Truck. Ну что, Зилотах, работаем. Сегодня у нас по плану начинаем с того, что нужно сделать подвод к компрессору масла и слив масла. Это две проблемки, которые как бы такие стрёмненькие, особенно подвод масла. Почему? Потому что если мы подведем масло к компрессору, мы, возможно, потеряем чуть давление в двигателе. Но я планирую сделать вывод через тоненькое отверстие, чтобы двигатель сильно не страдал от этого дополнительного вот у нас источника, можно так сказать. Сейчас еще покажу поподробнее. Огромное спасибо сразу группе Chevrolet. Просто парни выручают постоянно, буквально любой вопросик задаешь, моментально отвечают. Всем им привет и огромное-огромное спасибо. Варианта, как выяснилось, два запитать нам компрессор. Первый вариант — это вариант сзади на датчике давления масла. Ну, это прям я не очень такой вариант, потому что туда просто не долезть. Второй вариант — это вот выход с этой крышечки. Крышечку либо откручивать, либо, ну, сначала мы ее открутим, посмотрим, как там что выглядит. Вот от нее, мне кажется, прям оптимально было бы запитаться. Здесь и будет контролируемый этот выход, то есть можно будет видеть, в каком он находится состоянии, и одновременно с этим проще здесь доступ. Поэтому сейчас я откручиваю эту крышку и посмотрим, что мы можем сделать. Также я немножко уже прошелся по электрике, тоже запаковал эту сторону, прикидывал здесь нашу систему с антифризом, как тут правильнее поступить, бачок этот, ну, все примерял. Вот. И, ну, датчик, который выходит на давление, ну, он находится в задней части, туда просто залезть почти нереально. Реально, ну, очень сложно. Не знаю, с какой стороны подходить к нашему старичку Зилотаху. Мелочевки, друзья, очень-очень много. Как, в принципе, на всех старых автомобилях. Поэтому очень настоятельно вам советую покупать новые автомобили. А чтобы купить выгодно и со скидкой, то заходите на сайт autospot.ru. Представьте, вы можете выбрать авто не только в своем городе, но и заглянуть в соседние регионы. Скидки там могут достигать до 100, а порой и 200 тысяч рублей. Согласитесь, за такую экономию можно и проехать пару сотен километров, чтобы получить свой идеальный автомобиль. А вот по поводу способа покупки, на сайте autospot.ru все прозрачно. Вы сразу видите скидки на авто в зависимости от способа оплаты, будь то за наличные, кредит или трейд-ин. Забронировать автомобиль проще простого. Просто введите свое имя и телефон, и менеджер Автоспот свяжется с вами с отличным предложением. Ну а если у вас уже есть автомобиль, то заходите в раздел сервиса и ТО на autospot.ru, и вы увидите стоимость предстоящих услуг. Записаться на обслуживание можно в 2 клика, легко и быстро. И внимание, для вашего удобства теперь есть мобильное приложение. С ним все операции можно проводить прямо с телефона. Так что же вы ждете? Заходите на сайт Автоспот и находите самое выгодное предложение уже прямо сейчас. Ага. Вот такой там выход. 2 отверстия. Там масло у нас там вытекает, это мне не нравится. Это, видимо, из системы остатки. Перерыл все штуцеры, возможные варианты. Все тут думаю, вот столько вот у меня есть переходничков всяких. Но решил все-таки сделать на пластике, вот на такой трубке. У нас так сделана подача масла на топливный насос в Ханамаге, и все работает четко. Я думаю, здесь тоже будет работать. В этой крышке сделаем отверстие под вот такой штуцер. Просверлим резьбу, нарежем резьбу. Вот 10 шаг 1. И будет просто такие собратки камазовской штуки. Я вам сейчас все покажу, как сделаю. Я думаю, должно бы работать. Такой штуцер идеально вкручивается в компрессор. Вот 2 медные шайбы. И я думаю, будет конструкция работать. Еще вопрос к знатокам. Вот у меня есть метчик. Так, 10 шаг 1 и 2. Вот, 10 шаг 1 и 2. И есть 10 шаг 1. Но здесь один плохо видно, но они абсолютно идентичны. Вот. То есть в чем фишка, я так и не понял. Может, кто-то мне ответит на этот вопрос. Оба метчика советские, шаг вот совпадает идеально. Почему так вот они отмаркированы, непонятно.
Так, есть один нюанс, который мне не очень нравится. Возможно, будет тонковата стенка. Такой вариант не прокатит, друзья. Сюда, если я сейчас нарежу резьбу в этом алюминии, то вот той стенки тоненькой нам не хватит. Нужно все-таки будет нам вклеивать какой-то штуцер. Сюда вкручивать его и на клей садить, чтобы он уже не двигался. Да, типа вот такой вот вклеивать придется. Да, это будет самый безопасный вариант, потому что штуцер этот держать не будет. Я его не смогу зажать, я думаю. Здесь важна у нас плоскость, чтобы была во время нарезания резьбы. Но если будем вклеивать штуцер, то тогда уже не важна плоскость. Ну, вот так вроде бы отлично. Да. Вот 6 витков там у нас. Прям этого мало, конечно. Однозначно мало. Да, вот для такого формата это то, что надо. Вот. Наверное, нам нужно вот так делать. Во-первых, он под конус. Во-вторых, он посадится на клей, и все это будет плотно держаться. Съездил в магазин, купил трубки вот такой медной. Нам для давления маленькая, а также вот эта трубка для коробки автомат на охлаждение, на радиатор охлаждения. Что буду делать? Также купил вот такие соединительные для трубок штуки. Так, муфты. Мы их сейчас будем использовать с целью, чтобы нам сделать на конце нашей новой трубки вот такие вот наконечники вот такого плана, чтобы мы смогли прикрутиться к вот таким двум штуцерам, которые я открутил. Здесь один с карбюратора, один с компрессора. Вот. Он сюда будет накручиваться, наша трубка. Ну, вроде как должно бы получиться. Сейчас проверю на всякий случай. Да, все конуски садятся. Должно бы быть все отлично. То есть наша задача сделать такую трубку специфическую. Так, не нравится мне, что она кривая на конце. Надо, чтобы она ровная была. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Наверное, я сейчас сразу сюда вкручу. Вот. Это более правильная идея. Да, мы сейчас сразу ее на штуцер будем вкручивать. Вот такая развальцовка, она как раз будет идеально сюда нам подходить. Мне кажется, огонь. Особо тут сильно не надо. Оставим ее чуть-чуть схватиться и потом продолжим наши работы. Можно согнуть, в принципе, трубку. Да. Как-то вот так там у нас будет это все проходить. Внутри, в нашем штуцере, который торчит, я нарезал резьбу под жиклер зиловский. Вот, и теперь у нас давление масла на компрессор будет поступать ограниченно. Вот, оно будет поступать не в ущерб двигателю. Вот, это одна из целей, которые нам нужно достичь. По той простой причине, что если мы давление пустим с двигателя на компрессор, который, естественно, имеет, ну, чуть похуже качество подгонки. Ой, вы в масле, друзья. Вот, отверстие у нас здесь будет небольшое.
Вот оно еле видно. И я думаю, соответственно, и давление не так будет теряться. Но это теоретически. Прям теоретически. Посмотрим. Старинки мажем чуть-чуть герметиком. Здесь и был герметик. Наверное, это правильно. Но там резинка есть на корпусе. Ну, и так выглядит наш жиклер. Его я тоже зажал. Вот, и устанавливаем нашу конструкцию. Надеюсь, будет работать. Сейчас уложу трубку и покажу, как это все выйдет. Ну вот, такая у нас вышла красота. Здесь даже сделал крепление. Чтобы трубка не вибрировала, я сделал вот такое даже крепление. Все, делаем вторую сторону. Со стороны компрессора вот так тоже получилось. Трубка идет на ту сторону поддона и к масляной магистрали. Здесь трубку пришлось отжечь, потому что лопнула вот эта муфта. Представляете, по вашим советом я вот вспомнил и сделал. Так что огромное спасибо всем за советы. И да, не забывайте подписываться на Boosty и поддерживать нас. Спасибо огромное всем. Если вы подпишетесь на Boosty, то будете получать периодически маленькие коротенькие видосы о том, что у нас происходит в гараже, а также будете получать и основной контент, который выходит на YouTube. Также не забывайте про наши остальные соцсети и телеграм-канал в том числе. Там тоже много всего интересного. Залетайте и смотрите. Ну а слив масла через вот это отверстие будет производиться у нас в нижнюю часть поддона. Тоже здесь откручиваю какой-то датчик. Видимо, это датчик уровня масла. И через него сейчас сделаем переходник. У нас будет... бляха! Там масло есть. Ёпарасоте. Чуть не слил все масло с поддона. Ну да, это же у нас получается здесь... Ну, главное, чтобы он не подпирал этот наш вариант. Аккуратно сливаем масло, только бы не пролить. Опыт у меня по проливанию жидкости, блин, колоссальный. Если кто не знает, вставочка. Совсем легко крутится уже. Ай-ка забилась там. Это катастрофа была, парни. Ну это какой-то серьезный датчик, явно датчик уровня масла, наверное, да? Но он у нас почему-то отрезан, отключен. Видимо, это лишняя деталь. Все, пусть стекает. А мы сейчас посмотрим, какая у нас здесь резьба, есть ли у нас такой метчик и сможем ли мы изготовить такой штуцер. Резьба у нас на 20. Отлично. Ну а шаг явно 1,5. Да, шаг 1,5. 20, шаг 1,5. По-моему, это такая же резьба, как на шкиве нашего привода компрессора. Был на металлобазе и купил вот такой прут 30-й. Чтобы у нас не было проблем с штуцерами, потому что постоянно ищешь из чего выточить и постоянное мучение. А так вот сейчас взял, выточил и забыл. Вот законы подлости, они работают, друзья, да? Когда у тебя есть материал, с чего выточить, нет, штуцер попадется вот на глаза сразу, готовый уже, вот. Ничего не делать, просто вкрутить, ну вот здесь прогнать, чтобы шланг легче одеть и гребенку сделать, можно так сказать. Как только нету с чего точить, все, не найти штуцер и какая-то веселуха. Ну вот почему так это работает всегда, я не понимаю. Ну ладно. То, что мы штуцер нашли, не надо тратить время на токарку, это уже хорошо. Поэтому нужно радоваться этому. Все, значит, радуемся. Просто решил поделиться с вами. Вот так всегда просто почему-то происходит. Все, штуцер готов. Эта часть вкрутится в поддон, а сюда оденем шланг. Вкручиваю наш штуцер в поддон. Шланг подходящего диаметра тоже подобрал. Так что сейчас что-нибудь мы здесь замутим.
зажимаем. Это же алюминий. Вот так. Красота. В какой гараж вы бы ни пошли, к кому бы в гости вы ни зашли, всегда есть одна и та же проблема. Это отсутствие хомутов, отсутствие плоской отвертки и отсутствие головки на 10. Это прям всегда. Ну вот, как ни крути. Есть либо большой хомут, либо маленький, блин. Либо головка на 11, либо на 9 всегда. Почему это так работает? Ну вот. Здесь нужно одеть колхозника, чтобы не перетиралось. Это обязательно, иначе он тут в первую очередь перетрется. Вот так выглядит система такого деревенского антипротира. Ну, в общем, одним словом, масляная система у нас готова. Сейчас большое дело — это система охлаждения. Я здесь уже зажал вот этот шланг и буду сейчас соединять. Нам нужно соединить компрессор через печку, из печки уже вот на этот шланг. Приволок шлангов, примеряю, ну, надеюсь, хватит, но, по-моему, на пределе. Вот, сюда пойдет на печку, из печки уже вернется сюда. Ну, в принципе, 2 шланга, и потом можно уже будет примерять. Но нам еще нужно сделать систему охлаждения коробки передач, потому что она у нас вот в таком виде. И трубки здесь достаточно ужасные. Именно поэтому я купил медную трубку, чтобы их подменить здесь до радиатора. Поэтому сейчас там разберем, наверное, снимем. Будем прокладывать медные трубки аккуратно уже к радиатору вплотную. Вот, выгнем все как нам надо, сделаем развальцовочки такие, чтобы не срывало. Ну, я думаю, должно бы работать. Вот так что работаем. Демонтировал я трубки, вот они. Ну, состояние рискованное состояние. В таком виде, конечно, их неправильно оставлять. Ну, согласитесь. Вот, где-то покоцанные, где-то ржавые сильно. Поставим новые, и за эту проблему мы точно не будем переживать. Сейчас нам нужно уже будет примерять мордаху. Сейчас здесь мне нужно немножко прибраться, вот, это убрать все, и будем пробовать накидывать морду. Почему? Потому что нам нужно установить радиатор и понимать, куда и что здесь будет идти. Вот такие у нас дела. Все, продолжаем работать, но это мы уже будем делать завтра. Ребята, наконец-то мы заниматься нашим зилотахом. Вы его почему-то называете зилотрах, но я пока что еще не готов к этому. Все-таки давайте будем с кайфом делать эту тачку и надеяться на лучшее. Передняя часть, именно радиаторы, нам осталось собрать. Пакет радиаторов. В чем и проблема, что это не просто радиаторы, а целый комплект радиаторов. Поэтому небольшие затруднения. Но я думаю, сейчас мы в ближайшие дни все это победим. 2 радиатора зиловских оригинальных я пока что снимаю, они нам будут немного мешать. Это радиатор на гидроусилитель и радиатор масляный основной двигателя. Их мы пока что снимаем, потому что таховские выглядят совсем по-другому.
Да, это косяк, конечно. Надеюсь, у меня есть такие стеклышки. Ну, вроде где-то были. Ну, что поделаешь. Равнять советский металл — это всегда борьба с кувалдой. Наживил здесь мордаху для того, чтобы мне примеряться и смотреть. Но уже вижу, что по той причине, что мы подняли там кабину, нужно подкладывать и здесь тоже под рамку радиатора, поскольку это вот должно быть единое целое. Морда, кабина и рамка радиатора в том числе. Крыло от ЗИЛ весит, наверное, килограмм 200. Это минимум. Заглянул под низ, а наше крыло почти становится в таховский моторный щит. Я в шоке, если честно. Ну, если оно станет, это будет прям мега успех. Но, видите, надо еще сдвигаться, выше подниматься. Наверное, чуть-чуть мне не даст это сделать наша вся конструкция. Вот здесь нужно что-то спиливать, наверное, вот эту. Да, для начала. И немного здесь спилиться тоже бы не мешало. Вот, и почти мы попадем. Почти. Надо подложить палку, иначе сейчас я начужу. Это для меня пыль. Молодцы соседи, готовы помогать. Ну, как я и ожидал, надо еще чуть-чуть вот здесь спилить. Все будет четко. Бляха. Да, одному это как-то жестоко. Что пахнет паленым, блин. Долбанный этот матрас, как он загорается просто от одной искры. Ну что ж, ситуация понятна. Так, нам, видите, здесь чуть-чуть не хватает, поэтому нужно допилить санцимик. Так, здесь тоже допилить. Даже можно лучше чуть-чуть с запасом. А самое главное вот здесь. Нам нужно отпилить, чтобы эта вся конструкция стала. Ну, это нам еще повезло, можно сказать. Потому что могло бы быть все гораздо печальнее. Видите, вот здесь лишнего отрезал. Но тут не подрасчитать никак, тем более одному. Шансов 0. Наверное, вот здесь так вот вырежем. У нас точно все стало. Нет, ну вы видите этого гада, ну. Вот захочешь распалить костер, не распалишь, блин. А этот горит сам. Надо водой заливать, ничего не будет.
Лишняя деталь. Я спокоен. Я спокоен. Этот козел, ну вы посмотрите, залил же его водой, чмошника. Я, наверное, его спалю сегодня. Уже в лужу его положил, все равно горит. Тут главное не нервничать и не падать духом. Сейчас гляну, чтобы снизу все подходило. И попробуем наживить. Ну что, мешает опять чуть-чуть. Вот здесь вот этот брыж нужно отпилить. Видите, не хватает, ну 5-10 миллиметров не хватает. Он не дает ему прижаться и, соответственно, не дает сдвинуться. Но нужно отрезать, иначе мы не вставим здесь вот. Вот эту часть мы не соединим тогда, если не будет он ложиться как надо. Снимаем опять. Все, прикрутил, друзья. Пришлось еще 2 раза снимать, но я это сделал. Жарко стало, вообще жарко. До этого было прохладно. А теперь жарище. Ну, наша задача прикинуть все это, чтобы понимать, вообще становится у нас что-то, не становится. Ну вот, а там потом дальше будем смотреть. Весной по плану его полная покраска, чтобы он выглядел в идеале, чтобы он был красивый весь, поэтому все равно придется все разбирать. Вот, но это уже весной. Еще подложил резинку под рамку радиатора, равноценную подложенным резинкам под кабину, чтобы у нас вся морда стояла ровненько. Вот, сейчас можно уже прикидывать рамку радиатора. Ну вот, подсобрал мордаху. Наживил здесь 2 болта, которые крепят рамку радиатора. Ну вот здесь возникла проблема, ну просто нужно ее всунуть. Я ее не хочу еще всовывать, потому что нужно будет примерять пакет радиаторов. Вот, как он будет сюда становиться, как крепиться, все это нужно думать. Завтра продолжим, сегодня уже темновато. Вот, нужно будет подумать, как расположить эти предохранители и как расположить блок управления. Это все нужно будет паковать здесь. Место на пределе. На пределе. Устанавливаем радиатор, снимаем жалюзи. Они нам тоже не нужны. Вот такая очень эффективная штука. Посмотрите, это ж прелесть. Решил все-таки перед установкой помыть наши радиаторы, потому как там масло, здесь немножко есть. Ну и радиатор кондиционера тоже нужно обязательно помыть, он весь такой в масле. 3 радиатора нам нужно установить: кондишн, КПП автомат и основной радиатор. Не нравятся мне эти трубки. Отломаю я их, чувствую, вместе с радиатором. Лучше я их откручу. Это будет безопасней. Вот у нас идет на компрессор. Вот этот, а этот уже идет на испаритель туда вверх. Зачепорил на всякие пожарные выходы вот эти вот, чтобы радиатор не забивался грязью. И
Теперь мы точно можем закидывать основной радиатор и примерять, смотреть, что тут у нас выходит. Первый радиатор на месте. Напомню вам, что он крепится вот здесь по периметру 6 болтами, 3 с этой стороны, 3 с той. Но я 2 наживил, по 2 с каждой стороны, этого уже достаточно. Ну и сейчас самая основная задача — это примерить остальные радиаторы, но, наверное, буду я снимать эту все-таки мордаху. Тяжело здесь будет что-то замерить, но сейчас попробуем, посмотрим. Вот этот самый главный радиатор. Радиатор автомата — это не проблема. Главное, чтобы не развалилась вся наша конструкция. Да, тут нужно срезать оба этих торчащих кармана. В принципе, все становится, все хорошо. Единственное, нужно отпилить вот это ухо тоже, потому что сюда будут выходить трубки кондиционера. Трубки тоже и, возможно, на наши радиаторы остальные. Поэтому сделаем здесь тоже отверстие такое для выхода трубок. Для нижнего крепления нашего радиатора кондиционера я изготовил вот такую планку. Сейчас ее приварю вот в этом районе примерно. И у нас тогда будет возможность уже крепить дальше. Радиатор же коробки переключения передач у нас будет вот здесь находиться. Но у меня такое странное чувство, что он не оригинальный. И нужно будет подумать о его замене. Ну, посмотрю, подобрать какой-то побольше сюда, чтобы он был полноценный, более эффективный радиатор. Вот, ну пока что поставим этот. Место у нас здесь останется для радиатора коробки. То есть в любой момент мы сможем купить. Возможно, даже существует. Возможно, я не... Бляха. Не знаю, может быть, существует более эффективные, нежели чем вот этот. Но этот явно у нас не оригинальный. Но вы, друзья, напишите, если вдруг у вас есть, может, номера этих вот таких радиаторов, то, ну, поделитесь. Вот. Так что продолжаем. Сейчас приварю вот сюда планку. Ее покрасим, чтобы она не ржавела. И будем собирать все. Крепим радиатор автомата. Наша сейчас задача его закрепить первым, а потом уже у нас будет крепиться радиатор кондиционера. Причем хотелось бы закрепить по центру, чтобы был хороший обдув. Взял 2 алюминиевые планки, их использую для фиксации.
Ну что, народ, пока вы стояли на штативе, я изготовил вот таких два кронштейна. Это два кронштейна радиатора кондиционера. Один из них станет вот здесь. Вот так. Вот. А второй станет там. Вовнутрь я вставлю вот такую вот виброизоляцию, чтобы наш радиатор спокойно там стоял, не протирался. Такой план. Сейчас попробуем все это реализовать. Здесь важно, чтобы хомут не выступал и не цеплялся за наш основной радиатор. Так, это выходы на охлаждение АКПП, напоминаю вам еще раз. Сейчас нам нужно будет тоже сделать трубки медные. Ну, заменить наши там пришли в негодность. Одним словом, работенки еще хватает. Так, болтик. Наварил каких-то рогозулин. Ну, должно работать. Держится очень крепко, надежно. Друг друга не касаются они. Но я думаю, здесь лучше ничего и особо это не придумаешь. Вот, ну, вроде нормально все. Продолжаем нашу сборку. Развальцовываем трубку. Не знаю, что из этого выйдет. Пользуюсь этим инструментом крайне редко, но он у нас есть. Ну-ка, глянем. Ну, что-то сделалось. Нам нужно сделать грибок, чтобы не слезал наш шланг. Не знаю даже. Пойдет. Немножко кривоватый. Должна быть идеально ровно отрезана трубка, иначе косяки. Сейчас попробуем на второй. Вторая хорошо отрезана. О! Это прям в оригинале. Все, то, что нам надо. А здесь немножко перекошено, но она будет держаться, то есть можно не переживать. Решил сразу сделать и вторую трубку все-таки. Пока рука набита, да, пока я вспомнил свой опыт 20-летний на трубковом заводе. Сложного ничего нету, главное не спешить и не косячить. Все, тоже огонек. Все, сейчас сделаю последний наконечник и будем устанавливать. Все, система охлаждения КПП у нас готова. Вот так постараюсь вам показать, надеюсь, вам видно. Ну, уложил все аккуратненько по фэншую. Вот такая красота. Делаем систему охлаждения. Патрубки, шматрубки, хомуты. Все это собираем до кучи. Купил такой вот комплект зиловских патрубков. Они нам понадобятся на радиатор. И у нас сейчас будет небольшая задача такая. Перейти с зиловских патрубков, которые больше по своему размеру, на таховские патрубки. Придется повозиться, но сейчас будем что-то мутить, мудрить, подбирать. Я забыл про еще одну важную систему. Это система питания воздухом, да? И у нас проблема. Потому что некуда расположить эту систему. И вот здесь торчит такая булава. Непонятно для чего она, но она нам катастрофически мешает. Из-за того, что мы установили компрессор, установить эту
штуку уже не представляется возможным, поэтому будем отпиливать. Как к этому отнесется Таха, узнаем чуть попозже. Но если среди вас есть профессионалы, которые знают, для чего это в воздушном фильтре, вы напишите. Все решено. Он, оказывается, не нужен был. Да. Сейчас нам это упростит немножко задачу, но тем не менее, нельзя расслабляться, нужно будет там нам еще повеселиться. Эту часть нужно запаять. Так вот запаял я наш воздуховод. Сейчас попробую примерить. Может быть чуть-чуть, но это поможет. Нифига нам это не поможет, друзья мои. Надо брать какой-то патрубок и удлинять впуск. Я почему все это начал? Нам некуда поставить расширительный бачок. Вот. И тут просто ужас. Не знаю, как тут все это расположить. Перерыл я весь гараж, но, к сожалению, не нашел нужного нам диаметра патрубка для впускного вот этого воздушного фильтра. Поэтому придется либо где-то искать в магазине, и решил, чтобы не тратить время, заняться системой антифриза. Нам нужно перейти с 55-го патрубка на 45-й. Вот таким способом как раз вот датчик для включения вентилятора мы вварим в более толстую трубу и на нее уже оденем патрубок 55-й с выхода радиатора. Ну, сейчас все соберу и вам покажу. Ну вот тип такого переходника у нас получился. Сейчас все это можно попытаться собрать. Пробуем. Соединился я нижний патрубок, то есть вот у нас выход идет, опускается. Здесь датчик вентилятора, переходничок и пошел на радиатор толстый, зиловский. Вверху, блин, такая же схема какая-то нам предстоит. Тут два патрубка есть, это которые стояли на Таха. И вот тут внизу как раз можно их как-то соединить, но опять-таки диаметры разные. Сейчас буду пробовать. Здесь напихнул, так знаете, с натяжечкой. Ну и возможно обожмется. Ну сейчас будем смотреть, что тут у нас получится вымудрить. Если найду какой-то переходничок, то тогда вообще будет просто супер. Лишний сварной шов не хочу делать, потому что может быть косяк. Вот такие дела. Что у нас получилось? Верх я собрал. Тоже нашел, правда, трубку. Все хорошо соединил. Все хорошенькая трубка. Верхушка собрана. Ага. Не совсем. Надо зажать хомут. Вот, осталась у нас проблема по расширительному бачку. Он нам, по сути, не нужен. Вот, потому что здесь огромный расширительный бак, он считается расширительным. Вот, может быть, мы и уйдем от этого бачка. Не знаю, вот эту часть, этот патрубок заглушим. И еще у нас один выход есть маленький. Вот такой выход с коллектора впускного. Мы его запитаем сюда. Вот, мне кажется, так сделаем. И, в принципе, наверное, на этом будет все по системе охлаждения. Признаюсь вам честно, я думал, что в этой серии мы поедем, но я понимаю, что мы не можем ехать. Что,
ну, много работы. Я не хочу выезжать с болтающимся фильтром, отваливающимся. Я не хочу выезжать с блоком управления вот в таком виде. Вот блок управления двигателя с проводкой вот в таком виде. Ну, это, наверное, бред. Вот. Лучше мы чуть-чуть подождем еще одну серию и выедем нормально. Ну, хотя бы с закрепленным всем этим. Потому что выехать сейчас тут все поотломать, все разломать, ну, не кайфанешь от этого однозначно. Поэтому на сегодня это все, друзья. Огромное вам спасибо, что были с нами. Ну, потерпите вы чуть-чуть, и я с вами тоже чуть-чуть еще здесь повожусь. Сделаю все нормально. Не хочу я спешить. Хочу, чтобы у нас все было сделано аккуратненько, красивенько. Вот крепление как радиатора мне нравится, я сделал. Ну, то есть, все будет аккуратно. Это правильно. Это правильно, потому что потом все это переделывать, это уже неизвестно, когда будет и неизвестно как. Так что на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю, чтобы на вашем жизненном пути встречались только хорошие люди. Всех благ вам, друзья, и всего самого-самого наилучшего. Всем пока.